Друзья, привет! Вы на самом кофейном канале Кофеек. В этом ролике я поделюсь с вами информацией про способы обработки кофе. Ведь именно обработка сырого зерна перед расфасовкой определяет, какой же кофе мы получим после обжарки в ростере. Процесс далеко не из простых и крайне важный. К нему относят несколько этапов. От сбора созревших плодов до их очистки, сушки и расфасовки для дальнейшей транспортировки. Увы, данная тема не освещена так, как хотелось бы, поэтому стоит сейчас ей уделить внимание. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, усаживайтесь поудобнее и сейчас начнем нашу лекцию. Обработка кофе – это способ извлечения зерна из кофейной ягоды. Она значительно влияет на вкусовой профиль и сбалансированность кофе. К примеру, есть такая аллегория. Представьте, что кофе – это пейзаж, красивенный пейзаж, от которого вам становится тепло на душе. А обработка – это окно, через которое вы смотрите на этот пейзаж. И если обработка несовершенна, ваше окно будет грязным. В момент сбора ягода уже содержит в себе все богатство и потенциал. Главная задача обработчиков кофе – максимально сохранить этот потенциал и позволить ему раскрыться во всей полноте, то есть не дать загрязниться окну. Есть три основных способа обработки кофе: натуральная сухая обработка, мытая обработка и honey, от английского слова honey – мед. Конечно, существуют и альтернативы, но в производстве они встречаются крайне редко и являются локальным методом обработки. Например, wet hull, который ассоциируется с Индонезией и дословно переводится как влажный помол. Что ж, начнем с вами с натуральной обработки кофе. Натуральная обработка – это традиционный способ. Жители эфиопских гор давно заметили, что зрелые кофейные ягоды высыхали постепенно на ветках деревьев, а затем, упав, досыхали. Таким образом, спустя несколько недель можно было вскрыть ягоду и извлечь зерна. В Эфиопии ягоды кладут на слой пальмовых листьев, разложенных на земле, чтобы ускорить процесс сушки. Во время сушки ягоды регулярно переворачивают, и тут очень важно вовремя словить момент, иначе если сушка затянется или зерна высохнут неравномерно, то они могут приобрести гнилой привкус. После сушки с ягоды удаляют внешнюю кожицу и сушеную мякоть, а затем и оболочку. Зерна сортируют вручную по размеру и упаковывают в мешки. Во время сухой обработки сахар, содержащийся в мякоти ягоды, переходит в зерно, поэтому такой способ позволяет сохранить вкусовые характеристики кофе. Следующая обработка – мытая. Зачастую она используется в Латинской Америке и в некоторых областях Восточной Африки. Суть заключается в очищении верхнего защитного слоя ягоды и клейкой субстанции, которая покрывает само зерно, с использованием трения, ферментации и воды. В регионах, где влажность высокая, сушить кофе под солнцем невозможно. Решение было найдено на Яве в 1740 году, когда фермеры стали удалять мякоть ягоды сразу же после сбора урожая. Как это все происходит? После сбора ягоды отправляют в водяную мельницу, далее зерна вытаскивают из самой ягоды с помощью специального оборудования. Вот как раз на этом этапе зерна покрыты клейкой жидкостью, в состав которой входит сахар и спирты. Они отвечают за сладость, кислинку и аромат кофе. Как только зерна отделены от ягод, они помещаются в резервуары для ферментации. Время колеблется от 12 до 24 часов в зависимости от температуры. Чем дольше процесс ферментации, тем более сладким будет кофе. После ферментации клейкое вещество разрушается, и зерна остаются покрытыми только кофейной кожурой. Теперь зерна готовы к отмыванию в резервуарах с чистой водой. На выходе зерна твердеют, а это значит, что они готовы и к просушке. Сушат зерна от 10 до 22 дней, в течение которых их регулярно переворачивают. Итак, мытая обработка фокусируется исключительно на зерне. Она раскрывает то, что находится внутри. Honey – полумытая обработка кофе. Это обработка, в процессе которой кофе приобретает медовый привкус. Название происходит от схожести внешнего вида и консистенции зерен с консистенцией меда. Сразу скажу, что по сути это гибридный процесс, который открыт к авторским интерпретациям. К примеру, в Бразилии проводили исследования. В данном методе воды используется меньше, чем при мытой обработке, но при этом кофе будет более устойчив к дефектам, чем при натуральной обработке.
Удаляется верхняя кожура и частично клейкое вещество, после чего зерна отправляются на сушку. Кофе на выходе получается сладковатым, как при натуральной обработке, но во вкусе появляется легчайшая кислинка. А вот в Центральной Америке обработчики используют научный подход и удаляют строго определенное и выверенное количество клейкой жидкости. Процесс просушки здесь становится особенно важным, поскольку риск появления плесени и повреждений от насекомых возрастает в разы. Что ж, выбор метода обработки напрямую зависит от природных условий. Более того, производители будут смотреть и на количество выпавших осадков, чтобы урегулировать содержание воды в кофейном зерне. Надеюсь, это видео было полезным и познавательным для вас. На сайте кофеек.com.ua вы можете найти кофе на любой вкус. С вами была Даша, друзья. До новых встреч на канале!